Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Неожиданности и сюрпризы мая. Вот так мы назовем наше видео. И у нас сегодня две колоды. Колода старинного пасьянса, который у меня уже много лет, несколько десятилетий. И когда-то прежде я делала видео с участием именно этого пасьянса, потом перестала, и многие писали повторить. Вот именно на этом раскладе, на неожиданности и сюрпризы, я решила возобновить старинный цыганский пасьянс. И правда, май для нас, с одной стороны, в целом, позитивное небо, но множество перспектив приходит, и это отчасти как неожиданности могут быть. И мы с первых дней мая прочувствуем совершенно другую энергетику. С одной стороны, это обусловлено Марсом в Овне, который благоприятствует решительным действиям, а также Меркурий, который тоже до 15 числа будет находиться в Овне. И это позитивный момент хотя бы потому, что больше ясности. Прежде, в апреле, почти целый месяц Меркурий у нас был ретроградный. Что-то становилось на паузу, что-то напоминало, ну, как тягомотину какую-то, или какие-то вопросы тоже для вас не были выяснены. Вот здесь постепенно все будет становиться на свои места. Или, по крайней мере, с чем-то вы определитесь. Венера в Тельце в мае месяце – это шикарный период для того, чтобы... Ведь она в Тельце себя чувствует наиболее комфортно. И значит, прекрасный период для того, чтобы решить все те вопросы, которые касаются непосредственно нашего благополучия. Венера как раз за нашу земную жизнь, за все, что нам нравится, отвечает. И это как вопросы личной жизни, любви, взаимоотношений, ну где-то и в социуме тоже, потому что больше возможностей договориться, сгладить острые углы, решить финансовые вопросы или конкретно те деньги, у кого задерживались, получить эти самые деньги. Тоже больше ясности. Но, пожалуй, основная конфигурация, которая состоялась уже 21 апреля, это тоже в знаке Тельца встречались две планеты, очень серьезные, Уран и Юпитер. И это не есть одна какая-то дата, это состоялось 21 апреля и как будто на этом закончилось. Нет, мои дорогие, это своеобразный трамплин в будущее, в благополучие для каждого из нас. Это настоящий поворотный момент, который и от нас потребует гибкости и адаптации. Вот давайте узнаем, как видят карты. И вначале мы начнем и сделаем расклад на цыганском пасьянсе. Если есть посторонние шумы в видео, прошу принять это с пониманием, потому что от меня это не зависит. Внешне на улице идет какой-то ремонт, и на это я никак не влияю. Итак, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака? Как они видят неожиданности? Торопятся карты нам что-то рассказать. Неожиданности и сюрпризы. Вообще по гороскопу для вашего знака май месяц, он как будто все будет ускоряться. Но в одну кучу словно могут навалиться вопросы личной жизни, вашего заработка, перемены на работе. У кого-то это еще совпадет с путешествием. Особенно путешествия будут благоприятны. Вам принесет это радость, вам это понравится, позволит немножко переключиться на другие, более радостные, приятные мысли. Так вот, первая половина мая, если у вас состоится путешествие или есть возможность, мои дорогие, отправляйтесь не раздумывая. Итак. Будем смотреть, и вы тоже смотрите, потому что я могу что-то прошляпить, не увидеть. И я пока не вижу совпадений. Идем дальше. Дела сердечные, дела любви. Вот это я уже вижу. Сердце вам выпадает. Вот как раз по Венере, то, что я говорила. И начинается это как раз с того, что открывается наш расклад тем, что говорят вопросы личной жизни, какие-то приятные сообщения, признания в любви. Или, может быть, если вы долгое время встречались, дружили, здесь в вашей личной жизни, вот именно вашей пары, больше определенности. Нам говорят о том, что
Есть какая-то история, которая вас где-то и удерживает. Выпадает узел, и это прочная связь. Значит, ну, каковы бы ни были ваши отношения, но точно есть те люди, которые для вас дороги, мои дорогие, вот которых не забудешь за один день. И даже если какая-то прежде была ситуация сложная, правда, вы можете примириться. У кого-то действительно совпадут путешествия с любимым человеком куда-то. Не обязательно далеко, но вы можете отправиться. Открытый путь в целом для вас к новым свершениям, мои дорогие львы и львицы. Идем дальше. Шикарно. Дальше можно вообще не смотреть. У вас выпадает колчан со стрелами. И это полное исполнение желаний. Есть корабль. Он говорит об исполнении желаний. А вот именно вот эта конфигурация, она говорит о полном. Значит, насколько уж оно полное будет, мне сложно сказать. Но то, что для вас что-то прояснится, это точно. Больше определенности, ясности и, самое главное, какое-то радостное событие точно будет. И у вас еще с открытым путем, как бы с ключом, выпадает лебедь. Это нам про верность, про любовь, про искренние чувства. И также благоприятные известия какие-то или предложения. Что-то для вас очень даже складывается хорошо. Понятно, у каждого из вас в своей сфере жизни. Вообще волшебно. Сказала про корабль, и корабль у вас тоже сходится, мои дорогие львы и львицы, как и колчан со стрелами, полное исполнение желаний, так и одно какое-то желание, очень важное, заветное, исполнится. Либо вы что-то согласуете по документам, или какая-то ситуация, это точно, по документам вы что-то сможете сделать однозначно, мои дорогие. Книга часто говорит, да, это могут быть изучение новых наук или то, что вас интересует, какие-то новые направления. Но часто именно по книге в этой колоде карт идут учреждения, инстанции, высокие чиновники. Молния. Это может быть какое-то известие из инстанций, или вы ожидаете документа, и вы его получаете, вас это будет радовать. Или какой-то вопрос вы завершаете. Молния – это внезапность. Это то, что, может быть, вы, где-то предполагали, но думали, что этот вопрос растянется на долгий период времени. Или какая-то новость, которая в более позитивном ключе для вас открывает новые возможности. Или что-то согласовать, оформить. Для кого-то из вас это оформление ваших отношений. И правда, по гороскопу, мои дорогие львы и львицы, кто-то из вас соберется под венец, и такие тоже среди вас будут. И с учетом даже вот этого пасьянса, я могу предположить, это может касаться даже тех отношений, когда вы прежде долго встречались или дружили, или даже где-то сомневались, или то, что какое-то время постепенно развивалось, и вам уже казалось, что да нет, ничего не произойдет, ничем этот союз не кончится. Все же вот вся конфигурация нашего пасьянса с самого начала нам сказали о прочной связи, о каком-то союзе. Конечно, этот союз может быть по бизнесу, по вашей работе, какие-то единомышленники, как группа поддержки, но у нас выпадает сердце и дела сердечные для вас, не на последнем месте. И знаете, у кого-то произойдет именно так, что решаются вопросы личной жизни, а следом за ними, как открывается путь, ведь такое тоже для кого-то может проиграться. Вот этот лебедь и ключ, как открывается путь к новым возможностям. И вы решаете вопрос, как и по личной жизни, и подтягиваются все остальные сферы. Это и заработки, это и ваша занятость, это и конкретно деньги, и оформление документов. Я должна сказать, что у вас очень позитивный расклад, мои дорогие львы и львицы, и он совпадает, кстати, с планетарным гороскопом. Когда я закончу гороскоп на май, я оставлю ссылку на свой сайт, именно на гороскоп, в сообществе, и вы можете перейти и прочитать его. Я еще не закончила, поэтому ссылки нет, но уже для львов он у меня готов, и я знаю, что же там нам звезды советуют, рекомендуют, как видят. Вот на колоде Таро мы немножко раскроем, если мы
сказали, что планетарный – это период адаптации. Или май может принести много каких-то событий, которые будут разворачиваться быстро. Вот давайте мы с вами зададим такой вопрос картам Таро. Что вам придется адаптировать, организовывать, реорганизовывать? Чего это будет касаться? Ведь о переменах нам сказали и карты пасьянса тоже. Но я дальше не смотрю. Карта Солнца. Все мои вопросы, по сути дела, отпали. Раньше, когда выпадало Солнце, вообще никакие гадания не устраивали или предсказания. Говорили: иди, дорогой или дорогая, у тебя все хорошо. Понятно, что без какой-то ложки дегтя в бочке с медом не бывает в нашей жизни. Но, значит, какой-то минус, который вполне возможен, либо для вас как фраза «кризис, новые возможности», либо то, как все равно в конечном итоге вы можете изменить для себя с большим плюсом. Или позитивных моментов, периодов в течение мая, или радостных событий намного больше, чем какой-то небольшой минус или какое-то небольшое разочарование. Правда, что тут адаптировать? Свою жизнь, свое собственное солнце. В колоде карт Таро солнце – это выбор правильного направления. Причем на ближайшие месяцы и где-то до конца года то, чем вы будете заниматься, так и будет означать тот трамплин в будущее, который для вас откроет новые перспективы. Откроет перспективы еще с 2025 года. Тут вы как будто организуете свою жизнь по-новому до конца 2024, потому что что-то будет продолжено совершенно в новом ключе, с каким-то новым знаменателем, с новыми возможностями, с новым союзом, например. И это тоже потребует вашей адаптации, с одной стороны. Ну а с другой стороны, по карте Солнца проходит наше эго. Это чувстволюбивые планы или ваши амбиции. Поэтому совместить личную жизнь и какую-то самореализацию – вот это основная задача. А возможности будут. Давайте мы тогда спросим такой вопрос. Что продолжится? Какие как раз перемены последуют? Какие перемены будут у вас на пороге или события будущего? Того будущего, который следует за маем. А вам придется еще какой-то выбор делать. Да, может быть, как раз в мае вы будете адаптировать, как я сказала, и личную жизнь, и профессиональное направление. И есть в дальнейшем выбор, когда это может означать: поставили перед собой задачу, шли. И потом происходит, может быть, вокруг вас изменения, и вам придется внести либо коррективу в свои планы. Все же двойка мечей нам говорит о развилке. И вы должны будете еще какое-то важное решение. Это где-то будет уже на июнь или на последующий период. Вы вынуждены принять, как будто вы не уйдете от этого. У каждого в своей сфере жизни, повторюсь. Давайте события будущего достанем еще одну карту. Да, карты именно так и говорят. Тут лучше и не скажешь. Двойка, мы говорим, это всегда выбор или развилка. Два меча, а мы должны выбрать один. И один меч или туз мечей, я всегда называю эту карту выбор, выход из лабиринта. Или выход из липкой паутины мысли. Если какая-то проблема, вопрос присутствует именно в вашем сознании, вы на что-то не можете решиться, значит, вам придется на что-то себя организовать и решиться. Или сделать этот важный выбор. И после этого вам будет, как новые дороги открыты. Или вам самим, мои дорогие львы и львицы, словно станет легче. Почему? Не будет какой-то многозадачности или будет выход из какой-то тупиковой ситуации. Да, это придется делать не так просто, не на эмоциональном подъеме. Все же мечи – это не про вселенскую радость, это про логику, холодность в суждениях, про аналитику, имеется в виду правильно оценить обстановку вокруг вас и принять важное решение на последующий период. Это уже может быть период конца мая или больше даже июня, июля. Вы встанете еще раз перед выбором. Давайте события будущего, что же за перемены на пороге.
У кого-то этот вопрос может касаться, может быть, и ваших близких людей. Королева Пентаклей иногда говорит о наших родственниках. Может быть, и ближайших, может быть, у кого-то и подальше. Может быть, перемены у человека, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент и является членом вашей семьи. И тогда следом за переменами этого человека каким-то образом они будут оказывать влияние и на вас тоже. У кого-то может так проиграться. Но в целом королева Пентаклей – это та, которая умеет из хаоса создать порядок. И поэтому у кого-то вот эти две первые карты могут означать важное решение «я переезжаю». Или личная жизнь так складывается, что действительно вы принимаете важное решение, куда-то отправляетесь. Или просто меняете, может быть, недалеко едете, а меняете свое место жительства. Как-то организуете по-новому свою жизнь. Помимо всего прочего, королева Пентаклей очень продуктивна на собственные решения. У нее идея, которая сперва зарождается в сознании, в ментальности, потом она реализует это на практике. Это где-то олицетворение всего того, что мы говорили с вами по Венере. Хорошо, события будущего, перемены на пороге. Что еще? Деньги. Тут все то, что касается по Венере. Деньги, финансы, работа, какие-то конкретные получения прибыли или реализация собственных проектов, реализация собственного бизнеса или организация чего-то нового, как новый источник дохода или смена работы, получение должности. Всегда туз пентаклей, все же туз пентаклей, как бы один пентакль, но он большой, нам изображен олень чудесный, и у него на рогах этот пентакль. Какая-то будет для вас возможность по самореализации и одновременно сулящая рост вашего финансового дохода. Кто-то настолько может изменить вашу сферу деятельности, перейти на то, чем вы раньше не занимались вообще, перемены на пороге. Но для вас это будет радовать. И опять же, улучшение финансовой ситуации, да, и что-то вы еще и продолжите учиться. Или по пажу Пентаклей это могут быть вопросы, связанные с вашими детьми. Может быть, обучением или какие-то приятные новости, кстати, по вашим детям могут приходить. Может быть, и подросшим, достаточно взрослым. Вы можете помогать им, мои дорогие, и решать какие-то вопросы на последующий период, по сути, второй половины 2024 года. Ну, где-то так. Давайте еще. Да, вы как будто уезжаете, перемещаетесь или меняете работу. Или определяетесь с личной жизнью, ведь всегда восьмерка кубков – это если мы говорим о выборе. Мы ищем этот выбор, и по восьмерке кубков мы его находим. Человек нам показан, который спиной повернулся к прошлому. Он идет. Для кого-то из вас действительно отъезд очень далеко. Вы что-то можете изучать, себя готовить к новому виду деятельности именно для того, чтобы совершить не просто поездку на короткий период, а на длительное время и куда-то очень далеко. Как и вопросы благоприятны к решениям, так и все ваши начинания, словно высшие силы, будут поддерживать. Вот по тузу Пентаклей в этой колоде есть такое значение, мои дорогие львы и львицы. И даже если вы перед собой построили какие-то грандиозные планы, карта Солнца, вы все сумеете осуществить, как и в личной жизни, так и в самореализации, так и со знаком плюс. Решить вопросы, все то, что касается либо имущества, либо жилья, либо денег. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.